В этом фильме вы узнаете все об уникальном театре под открытым небом, высеченном прямо в гранитной скале, откуда открывается захватывающая панорама на Атлантический океан. Оставайтесь с нами, и вы получите незабываемые впечатления. Мы приехали в Пост-Корнер ранним утром. Это небольшая рыбацкая деревня, которая находится на юге Корнволла. И пока мы поднимались на вершину этой горы, здесь открывается такой сказочный вид. И, кстати, в этих коттеджах можно купить апартаменты. Итак, 10 минут, и мы здесь. И вот это было то, что я увидела в первую секунду. This Minark Theatre, built in the 1930s, created by the idea of Rowena Card. В начале 20-х годов прошлого века Роуэна Карт переехала в Корнволл, купила этот мыс Минак за 100 фунтов. На протяжении 20-х годов Минак Хаус и сад служили декорациями для многих любительских установок. Она шила костюмы и реквизит, и решили поставить Шекспира на открытом воздухе, поэтому они сделали «Сон в летнюю ночь». А потом они подумали, ну что ж, все прошло хорошо, давайте попробуем поставить бурю, и скалы, и побережье, и океан. Это просто самое отличное место для этого спектакля. И это ее зажгло, и это ее подтолкнуло к этой мысли создать театр под открытым небом для всех, кто живет в этой деревне. Роуэне было уже 38 лет, когда она начала свой амбициозный проект. Роуэне и двум местным мастерам понадобилось всего 6 месяцев, чтобы построить просторную сцену и несколько сидений буквально здесь на траве. И первый спектакль состоялся в 1932 году, где светились лампы от батареек и автомобильных фар. Минак-театр был построен вручную. Здесь 750 мест. И, как говорят актеры, они играют в любую погоду. Единственное, когда очень сильный шторм и ветер, просто переносится представление. В год здесь проходит около 30 спектаклей. Они открыты с Пасхи до окончания октября. Кончиком отвертки она украшала поверхности буквами и кельтским орнаментом до того, как они затвердевали. И многие из мест имеют названия и даты спектаклей, которые здесь ставились. Несмотря на то, что она выглядела очень хрупкой леди, Роуэна продолжала работать над своим театром в любую погоду, каждую зиму, пока ей не исполнилось 80 лет. И умерла она в 1983 году за несколько дней до своего 90-летия. Гранитная доска на полпути к театру знаменует ее достижение, но ее настоящий памятник можно найти в каждом камне и в каждой перспективе, которая открывается в этом месте. И прямо отсюда можно спуститься на Пост-Корнер Бич. Это потрясающий пляж, это жемчужина Корнволла. Но это не просто красивый пляж с белым песком и бирюзовой водой. Этот пляж играет важную роль в глобальных коммуникациях. Именно здесь находилась крупнейшая в мире телеграфная станция, и первый кабель был заложен в 1870 году, который соединил Великобританию с остальной частью мира. Но сейчас это уже не актуально в наше время современных технологий. Поэтому сейчас это просто шикарный пляж, где можно наслаждаться песком, солнцем, водой. Сказка.